The Finals. Это мультиплеерный шутер от почти всей бывшей верхушки DICE, которая делала почти все батлы вплоть до пятерки, сразу после которой отпочковалась от EA и сделали свою студию Embark делать свою игру мечты Ark Raiders, или же ставший потом Don't Shoot Please, I Don't Speak English. Но команда затормозила, игра никому не нравилась, все переделывали, и тут у них вторая команда с прототипом другой игры такая BOOM! Все делают The Finals, выпускают трейлеры, бета-тесты, все кайфуют, собирают аудиторию на старте и... Ark Raiders? The Finals. Ark Raiders? The Finals. Я, к слову, с самого релиза в нее играл, но ни одно видео по ней так и не упустил, ведь в мультиплеерных шутерах мой мозг одолевает синдром отсутствия умения шутить хотя бы раз в полчаса, и я ничего не записывал. Пока не появился Артем, ведь он задолбался от того, что я вечно восхваляю какой-то The Finals. Что это, собственно, за шутер такой и почему я наяриваю на него уже 2 года? Суть вроде проста. Приходите на точку, ждете 30 секунд, берете коробку Save или же Cashbox. Доходите до взломщика, Cash Out. Извините, на релизе 2 года был только английский. Ждете 2 минуты, не давая 2 другим командам его перехватить себе. Повторяйте еще 1 раз, и вы победили. Но есть нюанс. Абсолютная разрушаемость всего и вся. Все, кроме фундамента карты, можно разрушить. Вы можете сломать несколько опор здания, и оно начнет рушиться. Зря я это сделал. Все разрушения обрабатываются на сервере, от вас требуется только графическая составляющая. А вот из-за количества экшена на квадратный миллиметр совсем ведро потянуть игру не сможет. Но в минималках указаны 1050 Ti DNS и Ryzen 5600 или i5 6600. Враг сидит на удобных точках локи и не дает перехватить кэшаут. Ага, вам ведь вы можете избавиться от потолка или пола и с помощью различных инструментов забрать его себе силой. И таким же способом вы можете не давать двум другим командам украсть уже его у вас. Не успеет? Не успеет. Все. Не хватает кого-нибудь пистолетов во второй слот, а не взрывную снайперку? Ну тут прикол такой, что пушка только одна, а все остальное это арсенал для стратегии. Думай! Думай, Артем, думай! Я тупой. Я тоже! А ну крыша. Она тебя поняла буквально. Ну, учиться и учиться. Дауны, и еще раз дауны. Абсолют синема. Ой, извините, я вместо мемов вам свои ролики скинул. Как же так, я даже не знаю. Ладно, ножик это весело, я беру свои слова назад, когда начнет получаться. Я останусь с ножичком, буду самым главным говном, зато мне будет весело. Так появился он. Артем Чикатило. Самый страшный маньяк 20 века. Вы спросите, нафиг я это делаю? Позиционирование. Раз движок игры позволяет менять условия окружающей среды под себя, то можно проломить полный этаж 2 и либо сидеть сверху, либо в случае захвата вы быстрее до него подниметесь. А еще там можно играться с антигравитационным кубиком, из-за которого я слышал очень много матов в свой адрес от Артема. Пик тебе. А еще я заметил, что противник хорошо так дезориентируется, когда ты вечно перемещаешь кэшаут по карте или хотя бы по зданию. Я, конечно, предполагал, что там кто-то появится, но я не видел, чтобы кто-то там уже появился. Меня мечом забили. До свидания. Не успеет. Все. Лежать плюс сосать. Будьте здоровы. Ой, спасибо. Я появляюсь из ниоткуда, дырявлю и ухожу в никуда. Да, ассасин... Гвозди, не торчать! А мне патроны вовремя не кончились. О, наоборот, кончились. Кинь робота-пылесоса. Не, я камину сейчас кинул, на робот-пылесос похоже. До свидания. Мне турель для косила. Куда ты его забил? Eliminate 3 opponents with a melee weapon within 10 seconds. Нифига. Понял. Хочешь ему... Да. Это была его мина. Простите за этот кринж. Сейчас будет нормальная шутка. Так появился он. Вадим. Я увидел комментарий, кто-то написал: так вот, кто написал тот обзор на Факторио. В ролике я упоминал. Кто-то сказал, что он находил мою гифку в сообществе, только потом уже на ролик наткнулся. Чувствую себя суперзвездой. Чувствую себя дурачком. Гвоздь прибит.
Я ненавижу гу-гранаты, я слишком тупой для них. Да ё-моё, гвоздь прибитый. Давайте, давайте. Что это У меня было? кнопка отжимается. Я вижу, как у твоя камера в эту момент секунду куда-то поворачивается на 180. Нет, я так не делаю. Вот мне интересно так тоже, что это происходит. Ха! Anti-gravity deployed. Да, я почти его застрелил. Смотрите, какой я умный. За то, что у Артема низкий уровень, к нам во враги записывали больше низкоуровневых игроков. А значит, даже с моей криворукостью мне было намного легче их прибивать. Эти награды имеют физику? Подойди сюда. А, я их там мечом побил. Думаю, в голову-то шотнет. А это специально сделано, что не шотнет до конца. Типа справедливо. Справедливо, они маленькие, юркие. Играют. Че? Нет, тоже. Удаление из сервера. Какой-то баг, видимо. Бля, вы увидели, насколько мы косые. Такие пошли на сервера. This time. Arc line. Гвоздь. Come here. Гвоздь. Если вы думали, что я крутой и скилловый, то нет, эту тактику очень легко обыграть на лайте. Я подловил одного. Попадаются умные люди. И тупой я. Мне нравится скин этого челика. Прикольный такой. Так, еще при этом в игре есть 3 разных класса. Ходячий гвоздь, Нормис и Александр II. У каждого свои уникальные специализации, по-настоящему влияющих на геймплей, пушки и часть гаджетов. Лайты — это маленькие юркие занозы в заднице, и не только если это враг, но еще и если это ваш тиммейт, ведь их специфика... Я появляюсь из ниоткуда, дырявлю жопу, ухожу в никуда. Поскольку КП у них на 2 тычка, хоть и попасть по ним тоже трудно, они могут дэшиться или пользоваться крюком, или становиться невидимыми. Зато если за лайта играет невысокомерный дрочила, то он не только будет набивать киллы, но и воскрешать союзников, то есть помогать команде. Медиумы. Ни рыба, ни мясо. КП среднее, урона тоже. Им трудно при всех ситуациях. Они прикрывают жопу, хилят, ставят турели смерти. Или дематериализуют стены, то есть хоть немного могут двигать кэшаут. Хэвики — огромные медленные амбалы с кучей хп, зато их пушки одни из, на мой взгляд, интереснейших, и урона наносят они, в принципе, адекватно. И... кувалда. И огнемет. В общем, он вряд ли может быстро разрешать ситуацию, если только не протаранит с 5-го этажа всех сразу. И, на мой взгляд, это лучший класс для позиционирования. Он способен ломать стены кувалда без КД, считай, или поднимать кэшаут через кубик, или двигать кэшаут через цепь, запенивать стены из пиномета, или на крайняк ставить щиты и баррикады. Не понимаю, почему я почти 2 года играл чисто на медиуме. Буду учиться строить баррикады. Вообще, можно так заставить ими кэшаут, потом его поджечь мне и еще гугранат туда накидать. Будет действительно косплей на Германию 1940-х. Жечь евреи, тимы врагов. Здравствуйте. Там двое просто. Серия ликвидации 5. Еще 5 подряд ликвидировал. Люблю сжигать лайтов. Люблю их сжигать. По утрам, рано утром. Чувствую себя инвалидом, играя на медиуме. I'll find there. I'll find there. Дефибриллятор. Pyromine set. Я хочу поднять его. Так и будем это жонглировать банкоматом? Да. Вьетнам. Ская ночь, волшебный восток. Меня бы исключили из этих соревнований за бессмысленную трату патронов, если бы они у нас не были бесконечные. Еврейская ночь. Reversing gravity. А вы тоже любите притаскивать к себе горящие банкоматы весом несколько десятков килограмм, как стиральная машинка или даже холодильник? Ай! Ладно, лайт и медиум как киллер плох, но как саппорт вполне неплох.
Эй! Осетинские пироги есть? 20 килов. Я люблю огнемет. Я очень люблю огнемет. Это лучшая пушка в этой игре. Особенно против ходячих гвоздей. Вам там весело, судя по всему. Очень. Я буду тихонько сидеть и выжидать. Меня здесь нету. Хорошо справляетесь, молодцы. Ха-ха! Reversing gravity. До свидания! Все. Это знаешь, сидят ли такие мышки? Перед ними танковое побоище. Мужик из пистолета танк стреляет, а там рядом челик, который в траве сидит и бинокль смотрит. Иногда просто смотреть, как две другие команды намного лучше, чем сражаться с ними. Я под полом сижу специально, либо над полом, то есть на потолке. Представляю, подходит, знаешь, как этот мужик, который поднимает глаза в небо и такой смотрит, и там большая женщина сидит на потолке с кувалдой ждет. Меч прикольный, но меч, он, знаешь, просто появляешься откуда-то там сзади. Знаешь этот мем, где чел втыкается что-нибудь в такой... Да, и вот это вот весь геймплей. Нет, мина! Мину ты не видишь. Да, я не видел мину. Да Не не очень. вижу я мины. Я помню свои мысли в этот момент. А может быть, мне стоило закрыть окно, а не дыру в стене сзади меня? У меня окно! Два дебила это... Два дебила это сила. Да. Нашлись. Блин, ты случайно поджег. Ты случайно поджег. Кубик. Ну так это почесал. Патроны кончились как не вовремя. Меня замуровали. Меня замуровали. Меня замуровали. А на крыше пентаграмму кинули, норм? Иди сюда. Ты чё? Возможно. Он упал. Когда вы померли? Когда вы померли? Нет! Нет! Куб. Кого? Ладно. У меня кубик не... А я тут снизу не стоял. Где ты выкинул? Челик, 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 нет. Челик, челик! Отлично. До свидания. Ну, победили же. Я подхожу к сейфу, и сейф от меня убегает. Короче, Сбербанк взлом много денег. 1 кило. Килл. А тут кубик спидма здесь катается, я пройти за него не могу. Ну, буквально один кубик вот этой вот гол фигни валяется, я пройти за него не могу. Спят летело через весь зал. Чё, на мине твоей подорвался, да? Корону маленькую такой вверх поднимаешь, типа Симба. Это на Матану. Чё мне ассоциация с Дан-Даданом как-то похоже звучит? А это анимешное яйцо. В принципе, там тоже яйца искали, все связано, да, понятно. Макс, будешь со мной файнлс? Там есть аниме? Ну, есть анимешное яйцо, которое запихну тебе в с***, если ты не пойдешь со мной в это играть. Пу-пу-пу, пу-пу-пу, пу-пу-пу. Он очень хотел костюм горничной себе в The Finals, поэтому он ходит теперь вот с этой юбкой. Я не хотел, Ты хотел как прикола горничную. ради его. Да ёма! Успел? Успел! У-ху! У меня получилось! Нет, откуда? Да забейте, ё-моё. Забей. Можешь как сделать? Еще на уровень ниже проломиться, а потом просто под собой сломать потолок.
Хорош. Я убил. Я свил себе гнездышко. Меня никто здесь не увидит, никто не знает, что я здесь нахожусь. Она такая... «Вах!» И умру. Какая лестница? Лестница это Metal Gear Solid, блин. Нет, я его уронил. Дебил. Мы на везении. Так, они на Бэп, они здесь. Ну, как нефиг делать. Я сам себя подорвал. Я стрелять не умею, помогите. Мизинцем чего? Мизинцем об стул. Хз, может быть. Может быть, я так сделаю. Щит поставлю и заставлю их как-то сработать на мины. Типа они же все равно не смогут. Кого? А, да, сработало. Когда успели? Здесь противники христианства или что? Я не знаю, когда они успели церковь сбрить. Ощущение, сюда метеорит упал. Умри, сука, дебилом. Он испугался твоих... Да, материться на противника с каким-то шансом он тебя убежит. Забей. Ты что сделала? Как ты с коробку попал? Мне кажется, это пиздец будет. У нас уже здание сносит, можно уходить. Тут здание соседнее сносят. Соседняя? Зачем соседняя? Не знаю, по приколу. Типа, бабушка, эта пристройка нам тут не нужен. Взяли и снесли соседний дом вместо нужного. Что они творят? О, наша полетела. О, красава. Ставим новые мины. Красава. Я сгорел. Красава. Братья русские, блин. Не пройдет теперь войско темное, не проскочит зверь незамеченным. Да что там зверь? Муха не пролетит. О как! Это было не просто смело, это было пипец как смело. Стоять там, просто сидеть в углу и рикошетить все их пули. Они не осмеливаются подойти, потому что ты все равно отрикошетишь все их пули. Про вот эту большую женщину, про костюм ее, про ляхи и фетиши маленьких детей, которым будут вот появляться у них при виде вот этого. Я на проект Ху буду облизываться лет 100, потому что я его очень хочу, но, сука, что так дорого, могли бы скидончик сделать. Да я не знаю чего, почему наборы должны стоить наоборот дешевле по правилам Fortnite. Наборы должны быть дешевле, чтобы подогревать интерес игрока к покупке. Сука, что так дорого? Да, сеттинг у нас виртуальная реальность, благодаря чему разрабы забили на здравый смысл и пихают в игру помимо обычных пушек огнемет, кувалду и копье. Крестьянин с копьем затыкает кого угодно, блядь, любого элитного бойца, рыцаря, который там 10-15 лет тренировался. И скинчики. Скины вообще любых мастей, говорящие игрушки в виде граната, дефибрилляторы в виде утюгов, кнопка делить на кувалду, огромная ложка, музыкальный плеер, блять, винтовки. Всякие карандаши Джона Уика и чего-то только нету. Нет только у меня денег, чтобы все это купить. Спасибо, что игра бесплатная, как и весь контент, кроме скинов. И Battle Pass, окупаемый с бесплатной валютой. Я убил Тамару Викторовну за километр с камня. Тамара Викторовна пришла мстить. Блин, не вижу. Не вижу. Блин. Давай, красава. Чувак хороший. Я на ощупь ставил баррикаду. И походу она помогла. Залезать и пытаться. Нет! Тимон! Тамара Викторовна снова.
У игры, видимо, действительно слишком мало онлайн, потому что мы из катки в катку видим какого-то человечка одного хотя бы. То папа, то мама, то сын, то Тамара. Эй, я такого мува не ожидал, что ты с кувалдой. Я его притягиваю к себе, а он такой замакивается на меня со всей дури уже. Мое оружие использует против меня же самого. Умеете использовать свои же заклинания против меня? Просто. Итак, здание обвалилось. Что? Розовые полностью живы. Да пусть они захватывают. Чувак, нет! Если ты, конечно, не перехватишь все быстро. Если ты перехватишь, то ты легенда, Найт-Сити. Но ты лох прям. Писать ему в чате, что он лох, или он сам знает. Он сам узнает. Залезь. Сломай Но он стекло. не- Ой, блин. А, тут стекло, я не вижу. Я ломал стекло. И чё? Да умри. Ольга 300 метров от вас. Отходите Я оттуда. убил Ольгу 300 метров Просто от вас. нафиг оттуда уходите. Но мы Где он? не успеем. Нормально, дорогие, молодец. Успел под конец все ликвидации набить, чтобы хоть совсем лохом не выглядеть. А чё мне все по нулям? Отобрали конфетку у ребенка. Две взрослые тети отобрали конфетку. Чё? Перенервничал, сильно кинул. Щит поставить. О-ля-ля. Куда он, блин? Виталий. Италия! Всё, говно игра. Покинуть игру. Через день он вернется. Завтра. Уже завтра. Говно игра, да. Не вернусь больше туда. И да, он вернулся. И он до сих пор говорит, что игра говно. В какой-то степени я с ним согласен. В первую очередь из-за дисбаланса в оружии и кривом подборе игроков. Но немножко материала у меня осталось, да и можем еще наснимать. Дайте лайков, пожалуйста.